Бывает финал, после которого ты сидишь еще пару секунд и мысленно возвращаешься в самое начало. Вроде все было перед глазами: герои, логика, интонация, детали. А потом последняя сцена щелкает, и весь фильм вдруг собирается по-другому. Именно такие истории я и отбирал для этого выпуска. Здесь важен честный поворот, который растет из самой ткани фильма, из решений героев, маленьких знаков, атмосферы и форм рассказа. Поэтому здесь важна честность пути к развязке, чтобы финал удивлял и при этом не выглядел чужим трюком. В подборке будут триллеры, хоррор, фантастика, криминал и драма. Жанры разные, но эффект один. После финала хочется пересмотреть все в голове заново. Спойлеров не будет, эти фильмы нужно открывать без подсказок. А начнем с истории, где тревога прячется в самом спокойном месте – в врачебном кабинете, диагнозе и протоколе, которому привыкли доверять. В побочном эффекте цепляет именно холодный старт. Тревога начинается с обычного врачебного назначения. Женщина переживает тяжелое состояние после того, как ее муж возвращается из тюрьмы. Стабильность рушится, здоровье требует помощи, и она оказывается в кабинете психиатра. Эмили нуждается в поддержке, а врач вынужден отвечать за каждое свое решение. Привычная схема запускается спокойно. Диагноз, назначение, наблюдение. Но новый препарат создает последствия, после которых вопрос ответственности превращается в юридическую мину. Кто виноват? Пациент, врач или система, допустившая лекарство в рецепт? То, что должно лечить, начинает создавать новую угрозу для всех участников. Ставки растут молча. Свобода, репутация и жизнь зависят от точности диагноза, которому уже трудно доверять. Симптомы, побочные эффекты и юридическая ответственность за них быстро смешиваются в одну неразрешимую проблему, где каждое решение рождает новый риск. Эта точность появилась в фильме задолго до съемок. Сценарист Скотт З. Бернс провел исследовательскую работу в больнице Белвью и консультировался с судебным психиатром, а идея развивалась больше 10 лет, прежде чем стала готовым сценарием. Поэтому медицинский и юридический слой ощущается выверенным. Каждая консультация, каждый рецепт и каждая реакция на препарат работают как элементы конструкции, которую зритель собирает вместе с героями. Врач оказывается в положении, где помочь пациенту и защитить себя – задачи, которые быстро начинают противоречить друг другу. Стерильные кабинеты, протоколы и холодный свет экспертиз создают давление тише крика, но ощутимее. Клиника и суд здесь воспринимаются как соседние комнаты одной ловушки, где ошибка в доверии может стоить карьеры и свободы. Сила побочного эффекта в том, что он превращает рациональный медицинский случай в холодную игру доверия, где любая деталь может оказаться важной. После финальных титров хочется вернуться к первым сценам и проверить, где именно начала работать настоящая конструкция. В побочном эффекте доверие проверяли диагнозы, рецепты и экспертизы. Здесь его проверяют друзья, и результат оказывается куда хаотичнее. В этом фильме ценно другое ощущение. Он разгоняется быстрее, чем успеваешь выбрать, кому верить. Группа молодых людей собирается на вечеринку в богатом загородном доме. Ураган отрезает компанию от внешнего мира. Связи нет. За окнами буря, а внутри слишком много старых обид. Безобидная игра в темноте быстро перестает быть безобидной. Первая смерть запускает цепочку обвинений, и каждый разговор внутри компании повышает ставку. Ошибка в подозрении может сделать тебя следующей мишенью группы. Друзья, которые пришли развлекаться, вынуждены проверять друг друга на прочность, и привычные роли внутри компании рассыпаются за минуты. Темный дом, свет телефонов, мокрые коридоры, вспышки молний за окном. Внутри этого замкнутого мира ревность, старые претензии и групповая паника создают давление, которое невозможно сбросить. Игра вытаскивает скрытые обиды и превращает дружбу в цепочку подозрений. Режиссер Халина Рейн привнесла в фильм театральный опыт работы с камерными сценами, и это объясняет, почему напряжение держится именно на ссорах, жестах и столкновениях внутри одной комнаты. Каждый конфликт здесь разыгрывается как сцена, из которой выход заблокирован, а каждая ссора ведет компанию ближе к точке, где привычных правил общения уже нет. Фильм одновременно пугает и смеется над своими героями. Поколенческая сатира работает через язык обвинений, привычку снимать все на камеру и скорость, с которой дружба превращается в судилище.
Загородный дом во время урагана становится сценой без выхода, где каждый разговор поднимает температуру конфликта на ступень. Финальный эффект здесь работает особенно хорошо, потому что фильм до последнего держит зрителя внутри хаотичной групповой истерики. Когда все складывается, прежние ссоры, жесты и реплики начинают звучать совершенно иначе. Вечеринка в «Тела разгоняла страх коллективно. Паника рождалась между людьми. Взлом все сжимается вокруг Мэдисон, женщины, которая начинает видеть преступления так, будто находится рядом с ними, хотя физически она далеко. И уже через эту завязку фильм показывает свои правила. Резкая картинка, хоррор-палитра, тени, стилизованные коридоры и ощущение старого жанрового аттракциона, который становится опаснее, чем казался. Джеймс Ван снял этот фильм как возвращение к малому, странному и личному хоррору после крупных студийных проектов. И именно эта авторская свобода объясняет, почему каждый кадр выглядит так дерзко. Видение приходит резко, без предупреждения. Она оказывается свидетелем жестоких нападений, хотя физически находится далеко от места событий. Мэдисон балансирует между страхом и попыткой понять сигнал, который кошмары пытаются ей передать. Понять, откуда берутся эти образы и как они связаны с реальными убийствами – задача, которая быстро превращается в расследование собственного прошлого. Кошмар вторгается в реальность, и каждое новое видение приближает угрозу к героине. Никто не может сразу понять, где заканчивается кошмар и начинается реальное преступление. Если источник видений не найден, нападения будут повторяться и приближаться к ней. Расследовательная линия ведет зрителя через больничные коридоры и городские ночные сцены. Но настоящий источник страха – связь видений с тем, что Мэдисон не помнит о себе. Реальность здесь выглядит как хоррор-сцена, где улика может оказаться сном, а сон – единственной уликой. За злое в этой подборке отвечает именно жанровая дерзость. Фильм получает удовольствие от того, насколько опасно подкрадывается к своему главному развороту. Жанр здесь играет открыто, громко, странно, почти аттракционно, но с точным контролем ритма. Если хочется хоррора, где форма важнее привычных правил и где финальная сцена полностью перестраивает все увиденное, этот фильм попадает точно. После яркого хоррор-аттракциона, где видения кричали и двигались на экране, в «Тихом омуте» выбирает противоположный метод. Здесь все тревожное происходит тихо, рядом с привычным бытом, и замечается не сразу. В маленьком городке в американской глубинке исчезает ребенок. Детектив берется за дело, и расследование развивается привычно. Улики, допросы, подозреваемые. Но параллельно с внешним делом в собственном доме следователя начинают происходить тревожные мелкие странности. Вещи сдвигаются, звуки появляются в пустых комнатах, привычный порядок нарушается так осторожно, что поначалу это списывается на стресс и семейное напряжение. Дом, который должен быть просто фоном, начинает вести себя как отдельный источник угрозы. Ставка удваивается. Ребенок пропал снаружи, а внутри дома следователя растет ощущение, что кто-то или что-то присутствует невидимо. Исчезновение требует срочного ответа, но домашняя нестабильность мешает видеть картину ясно. Детектив занят делом, а собственная семья перестает давать ощущение прочной опоры. Тихая улица, обычный дом, знакомые вещи. Пространство выглядит спокойным только на поверхности, но мелкие сбои в быту создают ощущение близости угрозы, которую невозможно назвать. Цена ошибки здесь двойная – потерять след пропавшего ребенка и не заметить опасность рядом с собой. Фильм задуман как история, которая слой за слоем меняет понимание событий. Зритель несколько раз пересматривает свои предположения, потому что каждая новая деталь перестраивает контекст предыдущих сцен. Именно поэтому в «Тихом омуте» лучше смотреть без подготовки. Любой намек на устройство конструкции снижает силу эффекта. В этой подборке он важен тем, что заставляет насторожиться раньше, чем разрешает понять причину тревоги. Если интересен детектив, где напряжение нарастает через быт, тишину и ощущение невидимого присутствия, а финал заставляет мысленно пересобрать весь просмотр с первой минуты, это тот самый случай для внимательного вечера. Странности в доме из «В тихом омуте» тревожили потому, что нарушали привычный порядок вещей.
Ночь воспоминаний идет дальше. Здесь привычный порядок нарушает живой человек, тот, кого герой знает лучше всех. Этот южнокорейский триллер задает простой и страшный вопрос. Что делать, когда близкий вернулся, но рядом с ним ощущается присутствие чужого? Семья переезжает в новый дом. Молодой человек живет рядом со старшим братом, и жизнь выглядит устроенной. Затем брат исчезает. Без объяснений, без следов, без предупреждения. Когда он возвращается, все вроде бы приходит в норму, но герой начинает замечать сбои. Поведение, реакции, взгляды, которые перестают складываться в привычную картину. Физически брат вернулся, но его поведение нарушает логику близости, которая казалась надежной. Ночные звуки в доме, закрытая комната, сдержанность семьи и южнокорейская осторожность, с которой все обходят тему исчезновения, усиливают ощущение, что правда спрятана ближе, чем кажется. Герой остается один на один с сомнением. Дом и семья будто скрывают ответ, и каждая попытка спросить напрямую наталкивается на молчание. Режиссер Чан Хан Джун строил фильм так, чтобы начало и финальная часть ощущались почти как разные истории. Зритель входит в семейный триллер, а выходит из конструкции, которая полностью перестраивает смысл ранних сцен. Именно поэтому фильм набирает силу к финалу. То, что казалось бытовой тревогой, оказывается частью большого замысла. Каждое сомнение героя работает здесь как двойная улика. Одна для текущей версии событий, другая для той, которая откроется позже. Если герой прав, привычная близость уже стала опасной. Если ошибается, он разрушит то, что осталось. Здесь цепляет редкое тревожное ощущение. Семейная близость постепенно становится проверкой памяти, доверия и права верить человеку до конца. И это тревожит особенно сильно. В ночи воспоминаний тревога сжималась до одной семьи и закрытого дома. История выводит исчезновение в совершенно другое пространство. Шумную, жаркую, переполненную Калькутту, где толпа, транспорт и фестивальная энергия могут одновременно помочь и спрятать любой след. Беременная женщина приезжает сюда с конкретным именем и простой целью – найти мужа, который пропал. Следы оказываются неясными почти сразу. Документы расходятся, люди уходят от прямых ответов, официальные записи противоречат друг другу. И героиня вынуждена двигаться через бюрократию, незнакомые улицы и сопротивление города, который будто скрывает правду. Беременность делает каждый шаг физически тяжелым, а отсутствие ясного ответа эмоционально изматывающим. Если она остановится, исчезновение останется пустотой без объяснения. Жар, узкие переулки, людские потоки, праздничная энергия и транспортный хаос Калькутты давят на героиню так же ощутимо, как молчание тех, у кого она ищет ответ. Фильм снимался на улицах Калькутты с использованием почти партизанских методов. Камеру часто ставили прямо в толпу, чтобы город выглядел живым и непоставленным. Этот съемочный подход объясняет, почему пространство ощущается настоящим участником расследования. Каждый переулок может дать след или закрыть дверь. Каждый случайный прохожий – свидетель или препятствие. Город одновременно помогает и мешает, превращая поиск в движение через шум, толпу и бюрократическое сопротивление, где даже праздник на улице может помешать услышать важный ответ. В истории особенно ценно, что детективная интрига растет из улиц, толпы и физической уязвимости героини. Калькутта здесь выступает одновременно декорацией, препятствием и источником энергии, которая заставляет расследование двигаться вперед. Сила истории в том, что расследование здесь ощущается как движение через живой город, где каждый ответ приходится буквально добывать из шума, жары и сопротивления. Ответ окажется гораздо сложнее, тише, опаснее и болезненнее любого простого факта. В Калькутте героиня истории искала человека среди миллионов лиц и противоречивых следов. Патруль времени переносит поиск в куда более странное пространство. Здесь следы ведут через время, а каждый шаг может изменить причины событий.
Фильм начинается в тесном камерном баре, где временной агент встречает человека с необычной биографией. Разговор за стойкой запускает историю, которая поначалу звучит как исповедь, но постепенно складывается в головоломку, где каждое слово оказывается важнее, чем казалось. Агент выполняет миссию. Он должен предотвратить опасное событие, двигаясь между временными точками. Правило мира здесь жесткое. Любая ошибка в причинности может разрушить саму структуру задания и понимание человека о себе. Миссия требует точности, а разговор в баре постепенно усложняет картину прошлого. Биография собеседника превращается из человеческой истории в часть фантастической конструкции. И чем дальше слушаешь, тем сильнее ощущение, что она связана с миссией теснее, чем казалось. Время здесь ведет себя как система, где личная история может стать частью задания, а ошибка в причинности — разрушить и миссию, и понимание героя о самом себе. Фильм основан на рассказе Роберта Хайнлайна «Все вы зомби», литературной головоломке о времени и идентичности. Этот источник объясняет плотность сценария. Каждый диалог, каждая деталь и каждый временной переход служит общей конструкцией, к которой зритель возвращается мысленно после финала. Ретро-детали, строгая композиция кадра и сухая фантастическая логика создают ощущение рассказа ловушки, где камерный разговор оказывается масштабнее любой погони. Камерный бар здесь ощущается как вход в большой механизм, где случайная фраза может изменить направление всей истории. «Патруль времени» нужен выпуску как пример фантастики, где даже самый спокойный разговор может стать частью большой причинной цепи. Смотреть его лучше внимательно. Фильм не дает готовых объяснений и заставляет собирать смысл по следам. В «Патруле времени» все зависело от точности причинно-следственных связей. «Прибытие» переносит интеллектуальное напряжение в другую плоскость. Здесь ключом к выживанию становится способность понять чужой язык, пока страх не принял решение за людей. На Земле появляются неизвестные объекты. Мировые правительства реагируют по-разному, и лингвиста Луизу Бэнкс привлекают к задаче, от которой зависит исход контакта — расшифровать язык пришельцев и понять, зачем они здесь. Каждый шаг расшифровки повышает ставку. Военные и политики требуют быстрых ответов. Научная осторожность сталкивается с человеческим страхом перед неизвестным. И одно неверное прочтение может превратить контакт в катастрофу. Инопланетный язык устроен непривычно. Структура знаков не имеет линейной последовательности, и Луиза должна превратить непонятные круговые символы в мост между мирами, пока остальные готовы его сжечь. Туман, огромные корабли, гулкое пространство и почти ритуальные встречи с чужими знаками создают атмосферу, где тишина весит больше, чем слово. Луиза работает на границе языков и культур, и именно ее профессиональное терпение удерживает ситуацию от срыва, когда мир вокруг нее готов выбрать силу вместо понимания. Каждое неверное толкование способно усилить глобальную угрозу, и цена ошибки ощутимо растет с каждой новой встречей внутри корабля. Сценарист Эрих Хайсерер около 6 лет адаптировал рассказ Теда Чана «История твоей жизни» и работал над сценарием до одобрения автора. Эта длительная работа объясняет, почему фильм звучит так выверенно. Каждый визуальный элемент, каждая сцена дешифровки и каждый диалог подчинены единой конструкции, которая раскрывается целиком только в финале. «Прибытие» отвечает за редкую сдержанность. Здесь напряжение рождается из языка, пауз и попытки услышать чужой смысл до того, как страх станет решением. Это история, после которой хочется вернуться к началу и увидеть знакомые сцены заново. «Прибытие» держало зрителя на медленном, почти торжественном ритме расшифровки. «Стреляйте в пианиста» обрушивает этот ритм сразу. Индийский триллер разгоняется так быстро, что каждая новая сцена будто меняет тональность, и зритель все время догоняет фильм на полшага позже. Пианист, который выдает себя за слепого, принимает приглашение на частное выступление. Визит оборачивается столкновением с преступлением, и герой оказывается в ловушке. Он видел то, чего видеть был не должен, но признаться в этом значит разрушить легенду. И уже здесь становится понятно, почему идея выросла из французской короткометражки «Настройщик». Маленький прием о видимости и обмане стал зерном полнометражной криминальной импровизации. Выйти из игры без последствий
последствий уже невозможно, и каждая реакция может превратить его из свидетеля в жертву. Фильм строит напряжение через скорость, с которой ситуация ускользает из-под контроля. Герой пытается удержать контроль в положении, где каждый жест может быть прочитан по-разному, а ошибка стоит свободы, жизни или возможности доказать свою версию событий. Музыка, квартиры, городская суета и черный юмор задают нервный ритм, который держится до последней минуты. Криминальная интрига здесь постоянно меняет правила. Персонажи врут, переигрывают друг друга, а каждый поворот выглядит одновременно абсурдным и логичным. Обычные квартиры и улицы превращаются в площадки импровизации, где герой вынужден действовать быстрее, чем успевает продумать последствия. Его двойная жизнь, музыкант на сцене и невольный участник чужого преступления за ней, не позволяет остановиться ни на секунду. Ценность фильма в его нервной непредсказуемости. Скорость, тон и правила меняются так часто, что зритель остается в том же ритме, в котором живет герой. Финал проверяет готовность принять, что иногда честный ответ может оставаться открытым до конца. И это тоже сильная концовка. «Стреляйте в пианиста» держал зрителя в азарте криминальной игры, где каждый поворот мог рассмешить и напугать одновременно. Пожары начинаются тихо и серьезно и становятся фильмом, после которого хочется помолчать. Близнецы, сын и дочь, узнают о смерти матери и получают странное завещание – 2 запечатанных письма. Одно нужно передать отцу, о котором они почти ничего не знают. Второе – брату, о существовании которого они даже не подозревали. Завещание звучит почти невозможно. Нужно искать людей, о которых семья никогда не говорила прямо. Чтобы выполнить волю матери, близнецам приходится отправиться в прошлое, спрятанное за годами молчания. Путь ведет через историю страны, войну и личную трагедию женщины, которая пережила больше, чем дети могли представить. Каждый найденный след может изменить их представление о семье и о матери. И Док перед ней сталкивается с болезненным прошлым, которое не открывается сразу. Поиск все глубже уводит в травматичный исторический и семейный слой, и каждый ответ ощущается одновременно результатом и новым ударом. Фильм адаптирует пьесу «Вожди Муавада», и Дени Вильнёв увидел в ней силу современной трагедии. История, где семейный долг раскрывает слой за слоем то, что было скрыто молчанием и расстоянием. Дети ищут родных, но постепенно понимают масштаб материнского прошлого. И это понимание меняет их знания о семье, отношение к собственной жизни и саму память о матери. Сухой свет, пустые пространства, сдержанная тишина и ощущение пути к запретной памяти делают «Пожары» фильмом, который давит эмоционально, но действует через точность, терпение и архитектуру истории. После «Пожаров» не хочется сразу обсуждать финал. Сначала остается пауза, тяжелая, точная и очень человеческая. Поэтому «Пожары» логично закрывают выпуск. Они напоминают, что самый сильный поворот иногда звучит тише крика, но меняет внутри больше, чем любое громкое разоблачение. 10 фильмов, 10 разных способов перестроить зрительское ожидание. Одни работают как интеллектуальная головоломка, где важна каждая деталь. Другие бьют эмоционально, тихо, тяжело и надолго. Третьи соединяют оба эффекта. Сначала держат ум, а потом неожиданно меняют само чувство от истории. Во всех случаях сила держится на честной подготовке. Фильм заранее собирает почву под финальный удар, даже когда зритель этого не замечает. Для меня хороший фильм с неожиданной концовкой ценен тем, что заставляет внимательнее смотреть на каждую раннюю сцену. Детали, которые казались фоном, превращаются в подсказки. Случайные фразы оказываются ключевыми. Первый просмотр дает удивление, а второй — понимание того, как была собрана конструкция. И именно это ощущение, желание пересмотреть с самого начала, отличает настоящий поворот от дешевого трюка. Какой тип неожиданного финала сильнее для вас? Тот, который удивляет логикой, или тот, который меняет эмоциональный смысл всей истории? Напишите в комментариях, какой фильм из этой подборки стал главным открытием. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск.